Девочки, всем привет! Сегодня покажу вам вот такой очень легкий узор, но он очень красиво смотрится в таких изделиях, как свитера, как жилеты. Это я вязала жилет ребенку и применила такой узор. Вяжется он очень просто. Я вам покажу из других ниток уже, как вязать такой узорчик. Состоит он из раппорт 8 петель, значит 4 лицевые, изнаночная, 2 петли будут перекрещены, изнаночная. Это будет наш раппорт. Значит, берем ниточки и набираем петли кратные 8. Так как узор у нас состоит из 8 петель, поэтому ваше количество петель должно быть кратное 8. Так как у меня это образец, я вам покажу на небольшом количестве. Набираем петли, значит, кратное 8, и плюс, если это круговое вязание, 1 петля для замыкания по кругу. Если это поворотное вязание, то кратно 8 вы набираете и еще 2 петли кромочные, то есть по каждой стороне по 1 петле. Я набрала 16 петель и по 1 петле это будет кромочная. Итак, спицы у меня 1,5 миллиметра, ниточки у меня Baby Wool. Первый ряд я провяжу изнаночными петлями. Это будет мой такой установочный ряд. У вас же это может быть резинка. Если вы вяжете снизу вверх изделия, это может быть ваша резинка. Вы просто провязываете на нужную длину. Первую петлю я снимаю. И все петли до конца ряда вяжу изнаночными. Чтобы вам получше было видно, у вас же это может быть еще раз резинка, повторюсь. Так, вяжем первый наш ряд. Первую петлю кромочную снимаем, провязываем 4 петли лицевыми, 4, далее изнаночная петля, дальше 2 петли необходимо перекрестить. Вводим спицу сзади во вторую петлю, снимаем и, перекрещивая, надеваем на спицу. Перекрестили и провязываем лицевыми петлями. Провязали. Далее изнаночная. Это наш раппорт узора. Повторяем узор еще раз. 4 лицевые, изнаночная петля, за заднюю стеночку вводим спицу, снимаем, перекрещиваем, провязываем 2 петли лицевыми, эти наши перекрещенные, далее изнаночная и завершаем кромочной изнаночной. Так вы вяжете до конца ряда, до конца ваших петель. Если по кругу, то вы вяжете до конца круга. Далее изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее лицевая у нас идет. Далее вот эти 2 изнаночные, это те наши перекрещенные петли. Смотрите, как мы вяжем с изнаночной стороны.
Нить у нас перед работой. И вводим спицу вот во вторую. Во вторую, так вот, спереди, во вторую. Снимаем, перекрещиваем петли. И провязываем изнаночными. Далее лицевая. 4 петли изнаночных. И снова повторяем узор. 1 лицевая. Перекрещиваем 2 петли за переднюю стеночку. Провязываем изнаночными. Далее лицевая. 4 петли изнаночных. И так вы вяжете до конца ряда. У меня уже кромочная. Третий ряд. Так вы будете повторять вверх 6 рядов. А затем будем в шахматном порядке провязывать. Будем этот узор провязывать на вот этих 4 лицевых петлях. А здесь, где перекрещенные, будем провязывать 4 лицевых. Пока это у нас только третий ряд. Вяжем, продолжаем вязать вверх 6 рядов так. Кромочную снимаем. Я с вами провяжу еще 2 ряда, чтобы видно было вам. 4 лицевые, изнаночная. Далее перекрещиваем за заднюю стеночку, вводим спицу, перекрещиваем и провязываем лицевыми, изнаночная. Далее 4 петли лицевые, изнаночная. Снова перекрещиваем за заднюю стеночку. Получается, с лицевой стороны мы перекрещиваем за заднюю стенку, а с изнаночной за переднюю. Лицевая, изнаночная и кромочная, изнаночная. Так, 4-й ряд, изнаночный. Кромочную снимаю. Далее 1 лицевая, изнаночную. Нить перед работой. Перекрещиваем. Изнаночными провязываем перекрещенные. Далее лицевая петля и 4 петли изнаночных. Далее повторяем узор. Лицевая, 2 петли перекрещиваем. Провязываем их изнаночными. Лицевая и 4 изнаночные. И кромочная, изнаночная. Все, так я вверх провязала 4 ряда. Надо провязать еще 2 ряда. Провязываем еще 2 ряда и будем дальше вязать в шахматном порядке. Провязала я 6 рядов. Теперь будем вязать в шахматном порядке. Кромочную снимаю. Вот эти 4 петли провязываем с одной перекрещенной.
Значит, вяжем изнаночная. Далее перекрещиваем 2 петли. Провязываем лицевыми. Далее изнаночная. И 4 петли лицевые. Так будем повторять до конца ряда. Изнаночная, перекрещиваем, сняли, перекрестили, надели на спицу и провязываем лицевыми. Далее изнаночная и 4 петли лицевые. Кромочная, изнаночная. 8 ряд. Разворачиваем, вяжем 8 ряд. Кромочную сняли, 4 петли изнаночных, далее 1 лицевая, далее перекрещиваем, изнаночные петли, и провязываем изнаночными. Лицевая, 4 петли изнаночные. То есть мы проделываем все то же самое, только теперь мы переместили наш узор. Лицевая, снимаем, перекрещиваем, далее лицевая, кромочная, изнаночная. Это наша изнанка, это наше лицо. Мы провязали так 8 рядов, вяжем вверх, повторяя узор до 12 ряда. Получается 6 рядов мы провязали вот первые, потом мы сместили узор в шахматном порядке и вяжем 6 рядов вверх. Все, провязала я вверх также 6 рядов, и вот такой узор у меня вышел. Очень неплохой узор будет смотреться в плечевых изделиях, каких-то свитерах, кофтах. Даже шарф также будет очень хорошо смотреться. И вот изнаночная сторона. Здесь у меня связан на 4 ряда. Здесь я вязала на 6, вам показала. Более такой объемный узор. То есть 6 рядов в высоту. Здесь я вязала по 4. Тоже вы смотрите по своему изделию, экспериментируйте. Вот такой красиво выходит в изделии. Спасибо всем за просмотр. До новых видео.